Отлетел как пробка. Очередной тур турнира претендентов. Джавахир Синдаров против Рамеш-деда пропаганды. Каждый ход подкрутка. Великолепная жертва коня. Все это сейчас и здесь. d4 двигает Синдаров. Конь развивается сюда на f6. c4. И Рамеш-бабу играет e6, чтобы перейти в новоиндийскую защиту после хода b6. Если конь c3, может быть защита Немцовича. Белые также имеют здесь свой набор вариантов. Джавахир решает развить коня на поле f3 и просто перейти в ферзевой гамбит. Конь c3, прочная схемка за черных и слон f4. Вот именно такие варианты Джавахир любит играть как белыми, так и черными. Смотрим. Слон b4 подвязал этого коня. Может быть где-то конь e4, c6, ферзь a5. Такие варианты присутствуют. Но Джавахир снимает сразу напряжение в центре, ед и пешечка e3. Жмякни мне лайк авансом, если тебе нравятся мои разборы. Ох, сейчас, ребята, начнутся жертвы коней. Примерно то же самое было в первой партии, рекомендую посмотреть после этой. Припомни, конь заскакивает на e4, связка, слон связывает коня, угрожает взятие на c3, после bc слон c3 выигрыш этой ладьи. Ферзь c2, и по аналогии первой партии Рамеш-бабу начинает надвигать пешки. Ничему жизнь не учит. g5 получи, слон аккуратно ушел. Можно забрать конем этого слона, но тогда последует взятие крайней пешкой и ладья вскрывается. Королю рокировать в 2-0 уже очень плохо. Остановить этого психа невозможно, он играет h5. Еще больше раскрывает своего короля, что негативно повлияет на всю партию. Слон d3 сильный ход, позволяет Рамеш-деду задвинуть на h4. И вот здесь Джавахир уже подготовил жертву своего коня и уверенно к ней идет. Тяпнул коня на e4, пешка сюда, шах. Теперь у черных есть три варианта. Первый вариант — закрыться конем, мы даже не рассматриваем. Второй вариант — закрыться ферзем на поле e7. Тогда просто размен на поле e7 и взятие пешки на поле c7, слон убежал. Ну и наконец третий вариант, который был в партии, король f8. Слон вырывается из индийской клешни, нападает на ладью на e5, и Рамеш-бабу подпирает этого слона пешкой. И вот здесь она зарыта. Вот эту позицию Джавахир уже видел, или она была подготовлена. Скидывает Кобылянского на поле g5. Бриллиант. Конечно, надо сначала забрать этого коня, иначе этот слон в вариантах может убежать. Если брать слона, последует вилка. Если сразу брать коня, последует просто слон h8. Поэтому сначала надо брать на c3, забрал тут. И после конь e5, чтобы открыть слона, не допустить вилку на поле e6, забрал тут. И в конце варианта забрал коня. Получается равная позиция, но у черных слон, а у белых всего две пешки. Поэтому сейчас вот это будут ребята играть. Чемпион Индии допускает ту же ошибку, что и в первой партии. Не устану это повторять. Если король голый, значит надо вскрывать линию. Джавахир играет f4, предлагает пешку на размен. Но пропаганда тоже не дельцем пальцами. Двигает пешку h3, чтобы при случае взятия пешки на поле h3, например, вот так может быть, забрать сначала тут, и в случае взятия ферзем шах, король убегает и угрожает просто размен ферзь h4. Ничего не видно за белых. Поэтому в партии было после хода h3 ладья d1, нападение на ферзя, самый точный ход ферзь e7 последовал, и g3, чтобы не разбивать пешечную структуру. Индеец забрал на поле f4 и рокировка, чтобы подтянуть к атаке ладью. Застраховать надо черного монарха. Для этих целей используется ладья. Ладья h6. Тогда получай на f4 шах. Линия f уже вскрывается. Король убегает сюда и заезжает еще один шкаф. Ладья на поле f1, чтобы где-то угрожать какими-то серьезными неприятностями. Развивает пропаганда слона и тем самым делает, возможно, решающий зевок в этой партии. Без твоей подписки на этот канал ничего не будет. Надо подписаться, чтобы Джавахир победил в этом турнире. Задвинул на ферзя. Теперь остается только брать ладью на поле f7. Если же, например, куда-то сюда отошел, последует вот такой задвигон. И в случае взятия этой ладьи просто мат в один ход. Вот такие интересные варианты. Поэтому Рамеш-бабу забирает на поле f7, ладья f7 и король сюда. Джавахир имеет ферзя, но у его визави
крови имеется 2 ладьи плюс слон. Это все хорошо, но одна ладья стоит не пойми где, вторая на краю доски. Слон тоже какой-то непонятный, поэтому одна из фигур упадет рано или поздно. Сначала шах на f4, желаем забрать ладью, король сюда пододвинулся, ферзь g5 шах, и этот король должен держаться своей ладьи, чтобы просто ее не потерять. Король подходит сюда, тогда на тебе вилочку ферзем, на слона и на короля. Король ушел, слон упал. Теперь на доске материальное равенство, но позиция белых намного лучше, так как у черных никудышний король. Ладья сюда подошла, на тебе шах с g4. И вот за каждым ходом Джавахир методично, технически добивает своего соперника. Конечно, еще рано говорить ура, победил, еще игры до игры. А то будет как в прошлой партии с Блюмбаумом, где Джавахир выпустил 3-2. Можешь посмотреть, партия есть на канале. Ладья h7 укрепляет своего короля, пешечка идет на e6. И ладья e8, чтобы эту пешечку застопорить. Ферзь опять упала пешка. Брать на e6 не очень хорошо, так как падает еще одна пешка. После шаха на a8, король сюда, ферзь забрал. Поэтому после ферзь опять b6 сначала получи. Шах, король ушел, шах, сюда и ферзь f5. Еще упадет пешка на h3 и две проходные просто пойдут вперед. Такой план, осталось только его реализовать. Ладья e7, обречена пешка на поле e6, но уже она нам и не надо. Сначала шах сюда, король отошел и упал пешка на поле h3. Забрал, король сюда. Казалось бы, что висит пешка еще на f3, но это ошибочка. После взятия на поле e3 последует ферзь h6 с атакой на короля и на ладью. И ферзь просто заберет ладью на поле e3, например, вот так. Забрал тут, забрал, забрал. И белые побеждают, так как у них две проходные лишние. В партии же было ладья просто сюда. Шах по 8, король отступает. И пешечки начинают свое движение. Брать на поле e3 по-прежнему нельзя. Из-за шаха ферзем. Ладья e4, нападение на пешку. Сюда шах, король побежал. Шах сюда и король назад побежал. Следует ферзь f3. Пешка на a4 нам уже не нужна, так как Джавахир пихает пешку h4. Ладья опять на ферзя нападение. Шах, нету шаха. Ладья сюда, на e3 висит. И еще в партии последовало несколько шахов, несколько ходов, туда-сюда. Пешечки продолжают свое движение. На e4 брать нельзя из-за шаха на h7. Забираем ладью. b5. Возможно, где-то и черная проходная нарисуется, но не в этой жизни, не в этой партии. h5, c5. И еще два хода h6. Ладья g5, чтобы как-то стопорнуть. Ферзь d8, ладья g8. И после хода ферзь d5 Рамеш Бабу сдался. Почему? Если отойти на f8, последует взятие пешки на c5. Если, например, закрыться, последует шах сюда, король сюда, и партию заканчивает h7. Например, ладья сюда, тогда g5, пешку, если брать пешку, падает ладья. Ну ладно, еще король g5. Тогда мат. Перед вами турнирная таблица. Гири сыграл в ничью с Накамурой, ВИ с Каруаной, расписали мировую. И Есипенко, как бы, ну, вы понимаете, ничья тоже. С Блюмбаумом. Если Джавахир не проиграет ни одной партии, то, видимо, мы имеем претендента. Не буду говорить гоп, как только турнир закончится, тогда и поздравим. Ну а ты можешь посмотреть, кликнуть по конечной заставке первую партию Рамеш Деда против Синдарова. Лайкосик, подписка. Также можешь поддержать канал, ссылка в комментариях.